Друзья мои, всем большой привет! Приветствую вас на своем канале. Посмотрите на эту красоту. Это просто нечто. Но это не нечто, это формейшн, как оказалось. Девочки, покупала Аня Манхэттен, а зацвел формейшн. Мы с вами общими усилиями установили название этого сорта. Посмотрите на листовую массу. Она необычная. Видите? Девчонки, это мой цветонос, домашнее цветение. Представляете, сорт бомбический. Вы правду писали, что он просто цветет постоянно в цвету. Вот обратите внимание, цветонос старый от садовника, на котором остался один цветочек, держит очень долго его. Вот второй цветонос, на котором тоже было цветение, но оно закончилось. Я обрезала это цветение, оставила до спящей почки живой, но пока стоит. Так он что сделал? Он мне дал еще выше ярусом вот этот, видите? Вот этот вот цветонос выше ярусом вышел. И вот он мне вот настолько цветочков его сформировал. Девочки, ждала, чтобы вам показать, пока распустит последний бутон. Вот распустил буквально на днях. Еще подрастает, маленький, не полностью открытый. Вот такой красавец. Девчонки, чего я вышла в эфир? Нашла у себя NV101 в гранулах. Думаю, ну что добро валяется, что пропадать. Это японский органический препарат. Это виталайзер. Там так и написано. Видите? Натуральный виталайзер для овощей, цветов, деревьев, кустов, грибов, газонов, злаков, а также для всех видов комнатных растений. В общем, я его нашла у себя в закромах и ложечкой насыпаю там гранул, ну не знаю, девчонки, 10-15, растягиваю, дефицит, и подсыпаю под шейку. Вот этому тоже подсыпала. Не всем хватило, скажу сразу. Вон, видите, гранулы? Вот такие беленькие. Органический состав у этого виталайзера 16 вытяжек из разных растений. Там хвойные присутствуют. Очень хорошо поддерживает орхидеи иммунитет. Девочки, хорошо, что я про него, вернее, не вспомнила, а наткнулась на него в своей аптечке орхидейной. Думаю, это ж так замечательно. Сейчас весна, надо немножечко дать силы орхидеям. И подсыпала. Очень жаль, что не всем хватило. Знаю, есть более удобная форма, жидкая. И, девочки, вы, я знаю, поливаете. У меня, к сожалению, нет. Надеюсь, что я как-то где-то раздобуду. Напишите в комментариях, где можно раздобыть у нас в Украине. Кто продает. В общем, девчонки, такой красавчик тоже получил сегодня NV101. Ну, вы знаете, я, конечно, в первую очередь добавила его, этот виталайзер, к ослабленным орхидеям. Ну, формейшену тоже перепало немножко. Красавец, девочки, просто улет. А расскажите, вы тоже используете NV101? Кто как называет? Кто-то говорит HB101, кто-то NV101. Мне как-то больше нравится HB101, как-то вот оно. Посмотрите, единственное, что я вам скажу, видите, у него все бутоны вот сюда. Как будто как сирени ветка, видите, вот сюда. Потому что стоял вот так к окну, повернут. И все бутоны, видите, в одну сторону так и сформировал. Ну, я не стала ему мешать. Ну, так, значит, так. Так ему нравится. Сейчас я его развернула, и он смотрит теперь в комнату. И я им любуюсь, и все мои домашние им любуются. Вот такой красавчик. В общем, девчонки, сейчас время для наращивания орхидеям листиков, корешков. У меня формейшн – это просто исключение из правил. У меня сейчас только доращивают кончики цветоносов, орхидеи, которые уже по второй волне пошли цвести.
А это прям вот цветение более позднее, потому что покупала я его уже глубокой осенью. И вот он пока отцвел на своих покупных цветоносах. Видите, как выгорает, такой становится белесый цветочек. Даже вот этого канта не видно толком. А на самом деле он более такой розовый. А ну-ка, сейчас я уберу. Вот так передает цвет. Посмотрите. Красивый, очень красивый. Есть еще розовый дракон. Кто-то мне писал из вас, ребята, что Formation и розовый дракон — это разные торговые названия одного и того же сорта. Я не против. Он мне нравится как дракон в названии, как и, в принципе, Formation. Ну вот розовый дракон, он как бы запоминается проще, да, вот проще для нас. Ну, мне вот хорошо запомнился Formation. От Манхэттена я теперь знаю, чем отличается. У Манхэттена нету вот этой каймы, видите, вот этого, вот, видите, как вот у него, у Манхэттена краб уходит до самого края лепестка. Теперь я умная. А ты даже притащила, помню, обзор делаю, вся дрожу, говорю: девочки, девочки, я купила Манхэттен. И тут мне как комментарии вы начали писать. Я угорала просто. Говорю, ну вот, я как всегда. Я как всегда. Но от этого он не стал для меня менее симпатичным. Он вообще... Да еще девчонки написали: Аня, не расстраивайся со своим Манхэттеном. Formation цветет без остановки. Он тебя просто пленит. Так и случилось. Праздник, орхидея праздник, девчонки. Ну, насчет корней. Он у меня ж не пересажен. Вот, у него там начался вот рост корней. Видите, вот такой корень. Ну, корни такие себе у него были. Я там дырок насверлякала. Вот вроде еще, видите. Ну, есть рост корней. Но я думаю, что его трогать, я не пересаживаю. Тем более он всю дорогу цветет. Пусть осваивает свой горшок. А, кстати, сорт не пробит. Он даже, смотрите, ой, сейчас, девчонки, даже треснул. Треснул горшок. И вот и корень здесь. Ну, у меня, кстати, такая же... А вот, просыпается. Видите, я насыпала, гранулы просыпаются вот вовнутрь. Это хорошо. Они будут работать 5-6 месяцев. Надеюсь на их положительное сотрудничество с корнями орхидеи. Там экстракты пихты в этом НВ-101. В общем, все, что надо для здоровья орхидей. Все в копилочку. Все для пользы, для здоровья, для хорошего цветения, для хорошего развития. Мы не против. В общем, девочки, красавчик. Жду от него, конечно, нового листа. Потому что вот эти все листья я с ними покупала. У меня еще... Он не занимался ростом листвы. Видите? Он только у меня вырастил цветонос, занялся ростом корней и вот занялся наращиванием вот такой вот ветки. Такой красавец. Просто бомбический. Ну, мне нравится. Очень красивый. Так, а ну включу вспышку. А что такое? Не хочет. Ну, ладно. В общем, девочки, у кого есть формейшены, ставим лайки. Наверное, у всех уже есть формейшены. Ой, красавец. Вот все-таки вот сорта, которые так вот отзываются на элементарный уход, ничего ж такого я с ним не делаю. Я его даже еще, я не подкармливала, даже ничего не делала. Как купила. Единственное, что я там с лимонной кислотой, там ему периодически протираю листья. И, кстати, им очень нравится. И той водичкой, что я попротирала листики, туда же ее и вылила в горшочек. Им нравится прям вот эта лимонная вода. Ну, кто-то может взять сок лимона, но мне вечно куплю этот лимон, либо кто-то его съест, либо он засохнет. Я купила себе пакет лимонной кислоты. Итак, знаете, девчонки, там надо дозировку выдерживать, 1 грамм на литр. Я вот так насыпала, попробовала. Ага, немножко кисленькая.
Самое то, вот то, что мне самое то. И, кстати, когда проливом поливаешь горшки, и вот в кашпо остается вода, она не застаивается, если поливается с лимонной кислотой. Ну, наверное, с лимонным соком тоже. Видела, девчонки, вы там прям лимонным соком, вот чисто лимонным соком протираете листья. Эффект сумасшедший. Но, в принципе, у меня неплохой эффект и от лимонной кислоты. Кто хочет, попробуйте. В общем, в принципе, я попробовала лимонную кислоту и нормально. Ничего плохого я для них не сделала, наоборот, они как-то так... Многие отреагировали хорошо и начали растить листья и корни. Ну, те, которые отцвели. Те, которые цветут, так и цветут. Ничего не посбрасывали после лимонной кислоты. В общем, все аккуратно пробуем. Ну, нормально. Видела еще недавно видео, там девочка разбавляет молоко с водой. И только как полироль такую делает. И протирает только верхнюю часть листа, и там они так блестят. Ну, как-то молоко, мне кажется, это уже... Молочно-кислое уже перебор. Мне кажется, это пища для всяких бактерий. Ну, мне так кажется, я не знаю. Поправьте в комментариях. Может быть, и действительно. Но она говорит, не надо смачивать тыльную сторону, потому что молоко, в общем, забьет устица, как орхидея будет дышать. Я, кстати, вот... брызгала недавно от клеща всех соседей хоткиса. Ну, вы знаете, что у меня там что-то вроде как клещ, не знаю. И вот он тоже сейчас такой матовый, некрасивый, потому что я его тоже... Он в соседях у хоткиса, и я его тоже так обрызгала. И он вот немножко такой сейчас несимпатичный. А так, когда после лимонной кислоты он прям листики блестят. Но мне нравится вот именно... прорисовка на листах такая, видите? Вот этот лист вообще длиннющий такой, а этот наоборот короткий. Ну что-то там у него было не все в порядке с корнями, слава богу, начался корневой рост, я уже успокоилась, надеюсь, что следующий лист, который пойдет в моих домашних условиях, он меня порадует. Не знаю, для чего они там посрезали цветоносы. Вот я покупала, было два, вот этот и вот этот. А видимо было три. И, наверное, подумал садовник, что это слишком будет для этого размера орхидеи. И срезали один цветонос. Немножечко как бы облегчили ей жизнь. Ну вот, мне показалось, что это редкость. А оказалось, что у вас у всех уже практически эта красотуля есть. Но раз она есть у вас, есть у меня, значит будем ухаживать. Все, друзья мои, еще раз показываю. Вот такая у меня старая еще упаковка HB101, NV101. В общем, все, я ее использовала, девчонки. Напишите, где ее можно купить. Я сейчас по интернету, конечно, поищу. Главное, чтобы не нарваться на какую-то подделку. Ну так, я ее, получается, весной. Вот прошлой весной я досыпала. И этой весной вспомнила. Нигде не записывала, просто вот рылась в своих там этих аптечках орхидейных. И говорю, о, что-то оно не использовано, надо насыпать. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем большой привет, орхидейный. Всем вам вот такой вот букетище. Делюсь с вами своими впечатлениями. Долго ждала, когда что он распустит все бутоны. Ну, наконец-то дождалась. Вот так я его качну, девчонки. У меня попугай там тарахтит по клетке. Качну вот так. Вот так. Красота. Ну, что еще может быть милее цветения орхидей? Все, друзья мои, всем большой привет. До встречи на моем канале. Обнимаю.